Солист группы «Ласковый май», российский певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщил директор и продюсер артиста Аркадий Кудряшов. По словам Кудряшова, певец умер от обширного инфаркта, и других подробностей кончины Шатунова он не привел. А вот я, друзья, сейчас приведу вам две статьи, так скажем, официальные версии. И давайте их сравним. В сети опубликована запись последних мгновений жизни артиста. Они сняты на входе в больницу в селе Растуново. По видео последних минут Юрия Шатунова специалист рассказал, что мог чувствовать певец перед смертью и можно ли было его спасти. Всего 24 секунды черно-белой съемки. Вот товарищи вытаскивают из машины Юрия. Он не может идти, тяжело дышит, открывает рот, ему явно не хватает воздуха. Опирается одной рукой на стену. На лице написаны мучительные страдания, тем не менее он в сознании. В конце концов, один из сопровождающих забрасывает рослого певца себе на плечи и так дотаскивает до приемного покоя. Там они пробудут около 10 минут. Затем Юрия пересадят в скорую и отправят в Домодедовскую больницу. Это еще примерно 20 минут езды. По дороге у легенды российской эстрады остановится сердце. Можно ли было спасти Шатунова? И какой конкретно инфаркт он перенес? Вот что анонимно рассказал специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям. Да, на видео мы наблюдаем однозначно человека с инфарктом, но есть все признаки тампонады. Что это такое? Это патологическое состояние, при котором происходит скопление жидкости между листками перикарда, что приводит к невозможности адекватных сердечных сокращений, так как полости сердца сдавливаются. Грубо говоря, между листками сердца скапливается жидкость, наступает отек. Фактически происходит обширный разрыв крупных сосудов. При этом состоянии гарантирован практически 100% летальный исход. Я не знаю, что может спасти больного в такой ситуации. Когда сердце не способно больше нормально биться, оно распухает как жаба. Здесь я добавлю от себя. Прочитав немного про тампонаду, я ни разу не видел там слов про 100% летальный исход. Про то, что надо быстро откачать жидкость, да. Но продолжим. А есть какие-то исключительные признаки именно тампонады? Да, у Юрия видны определенные типичные телодвижения. Он хватается за сердце, при ишемии боль бьет в плечо, отдает в руку. Обычно с инфарктом потирают плечо, здесь болит именно сердце, набухают шейные вены, очень быстро нарастает паника, счет идет буквально на секунды. Если острый инфаркт можно на ногах перенести и потерять сознание лишь через 6-8 часов, то в этом случае все заканчивается за 30-40 минут. Прошу запомнить, друзья, эти цифры, дальше вы поймете, почему это важно. А в чем причина может быть? Просто чтобы читатели знали и берегли себя, насколько это редкое заболевание. Мужчины отдыхали на даче, употребляли продукты с очень высоким содержанием белка – раки. На них наложилось спиртное. Может быть трезвенником, но хорошо покушать пищей с высоким содержанием белка и совсем немного спиртного окажется достаточным для приступа. Никто не защищен. Наверное, могла быть предрасположенность. Возможно, у Юрия до этого были проблемы с желудком, гастрит или язва. Еще недолеченная когда-то ангина может также привести или последствия коронавируса. Опять добавлю от себя. Когда я читал про тампонаду, то список причин довольно большой. И как пример, даже проникающее ранение холодным оружием может стать причиной тампонады. Я не утверждаю, что было ранение. Но не понимаю, почему специалист приводит лишь какие-то выборочные причины. Заканчивает свой монолог специалист словами. Мы наблюдаем на видео, как они его трясли и волокли на себе неаккуратно. Это была дополнительная нагрузка на сердце. Сердце же прикреплено к грудной клетке, а они ее сдавили. Конечно, они хотели как лучше, но это тампонаду только усугубило. А теперь еще одна статья, опубликованная со слов друзей Юрия Шатунова, у которых он находился последние часы своей жизни. Около 22:00, как утверждают друзья, певец пожаловался на боли в груди. Мужчины решили не терять время на вызов скорой помощи за город, посадили товарища в машину и сами повезли его в ближайшую больницу в деревне Растуново. Знакомая Юрия описывает его состояние в этот момент так.
Он уже даже идти сам не мог, хватался за сердце. Здесь я напомню, что хвататься именно за сердце – это признак тампонады. Также из других источников добавлю, что сердечный приступ может протекать и без острой боли в сердце. Как правило, развитие приступа начинается с одышки, а тут мы сразу слышим речь про боль в груди и хватание за сердце. Но вернемся к статье. Больница была закрыта, дежурные приняли решение вызвать скорую помощь. В карете с мигалками исполнителя белых роз доставили в Центральную районную больницу Домодедово. Главврач ЦРБ Андрей Осипов сообщил, что к ним музыканта доставили около 23:30. По его словам, врачи в течение 1,5 часов пытались спасти Юрия Шатунова. Но, к сожалению, он скончался в результате острой сердечной недостаточности. А вот теперь самое время вспомнить цифры. Плохо Юре стало в 22:00. Он чувствует боль в груди, хватается за сердце. Специалист в первой статье нам сказал, что у Юры при таких симптомах минут 40 на оказание помощи. Но что слышим мы здесь? Через 1,5 часа ему начали помогать. А дальше реанимирующие действия врачей еще 1,5 часа. 3 часа для тампонады? Видимо, пора медицинские справочники переписывать. Либо врать надо стройнее, товарищи господа. Многие близкие говорят, что на состояние здоровья певец вроде как не жаловался. Эта строчка написана в первые дни и даже часы после произошедшего. Сейчас каждая новость сопровождается сообщениями о том, что Юра не только постоянно жаловался на сердце, но и кремацию себе заказал заранее. Тут уж извините, no comment. Одним словом, друзья, я даже не буду со своей стороны делать ошеломляющих выводов. Как по мне, достаточно сравнить информацию, которую подают одни и те же информагентства, чтобы заподозрить, что говорят они не по велению души и преданности клятве Гиппократа, а по какому-то иному велению. Выглядит, по крайней мере, именно так. Друзья, если одобряете мою работу, то подписывайтесь на канал и не жадничайте до лайков. Это помогает не только развитию канала, но и продвигает видео в YouTube. Иными словами, если поставленные вопросы вам кажутся обоснованными, то давайте доносить их и до других людей. В конце концов, фраза «быть кумиром миллионов» должна предполагать, что миллионы заслуживают знать правду. Бог свидетель. В одном лишь я хотел бы поспорить с Юрой. Это с его словами о том, что правда никому не нужна. Вы не представляете, как я с ним согласен. И вы не сможете себе представить, как я хотел бы его переспорить. Но, возможно, потому он и кумир миллионов, что даже такая правда может оказаться пророческой. Спи спокойно, Юра. Царствие тебе небесное. Если не в этом мире, то в другом истина должна быть в цене. Земля тебе пухом. Ну это не нужно, это уже вы лезете в правду, а правда никому не нужна. Не нужна? Не нужна. Комсомольская правда. Комсомольская правда. Вот как раз таки в правде комсомольской правде и не нужна.